Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать нашу блондинку более интересной. То есть наша девушка захотела остаться блондинкой, но в то же время захотела что-то себе изменить. И я решила ей сделать вариант с бликами. Блики что нам дают? Во-первых, они осветляют цвет. Да? То есть, когда высыхает цвет, волосы становятся более светлыми за счет все-таки бликов. Второе, блики можно сделать всегда похолоднее. То есть, если ваша девушка будет дальше дома ухаживать за волосами с помощью фиолетового шампуня или кондиционера, то именно мелированные пряди будут более холодными и будут более интересно смотреться на ее цвете, на натуральном оттенке блондин. Что для этого мы с вами делаем? Мы с вами в классической технике набираем мелирование. Но мелирование, как вы видите, классическая, может быть, техника это да, но метод обязательного набора у нас с вами зигзаг. Пряди я здесь делаю средней толщины, не мелкие, не сильно крупные, не частые. То есть я их набираю в том порядке, который я посчитала нужным. То есть они у меня есть. Их не так много, они не такие толстые. Делаю я обязательно по диагонали, как вы видите, делю проборчики. Почему? Я уже вам, наверное, рассказывала, для чего я делаю зигзаг. Зигзаг и диагональ – это для того, чтобы пряди перемешивались с ее натуральными волосами, которые в итоге на выходе у нас получатся. Девушка у нас имеет базу шестерку. И седины у нее где-то процентов 40. И вот таким вот образом мы с вами набираем пряди. Вы можете начинать, хотите с затылка, хотите с лица. Здесь вообще не принципиально. Самое главное, вы не забывайте о том, что порошок для каждых зон мы с вами рассчитываем и берем процент окислителя разный. То есть, соответственно, начинаем с меньшего, заканчиваем больше, для того, чтобы было одинаковое время выдержки, и на выходе вы все это сняли одновременно. Я наносила сначала, как вы видели, с правой стороны, потом перешла на левую. И, значит, почему я неравномерно наносила, да? То есть вы видели у моей девушки пробор. У нее пробор, естественно, рассыпается в этом месте, в котором вот был. Поэтому я рисунок делаю именно от пробора. Закончив у лица, я перешла на затылочную зону, ничего не меняю. Также зигзаг, пряди средней толщины. Я мелирование набираю просто на фольгу, но если вы любите использовать планшет, то никто вам это не запрещает. От этого качество мелирования никаким образом не меняется. Просто делайте так, как вам удобно. Доделываете всю свою затылочную зону, которую вы работаете до конца. Ну и дальше мы с вами будем разводить краситель. Краситель, как я вам уже сказала ранее, я развожу именно специальные пропорции для седины. Есть определенные формулы, вы их знаете. Я развожу по формуле, добавляю обязательно микстона, потому что цвет у меня должен получиться на выходе бежевый нейтральный. И за счет моих мелированных прядей цвет будет играть, то есть будет похолодней. Ну вот здесь, видите, я вам показала миску, которую я разводила. Если вы будете спрашивать меня, каким красителем я пользуюсь Goldwell красителем. Прокрашиваем мы все корешочки. Если вашей клиентке цвет не нравится, который у нее сейчас в данный момент есть на длине, то вы можете развести две миски. На корни вы наносите краситель для корней, специально сделан. Здесь в данном случае у меня аммиачный краситель, потому что у нас седина. А на конце вы разводите безаммиачный краситель и наносите одновременно.
Обязательно прокрашиваете все корешочки аккуратненько, поднимаете фольгу, прокрашиваете очень все внимательно, нигде ничего не пропускаете и не забываете. Если вы посмотрите, я прокрашиваю сначала в одну сторону, а потом буду опускать все свои прядочки и прокрашивать в обратную сторону. Но это для того, чтобы действительно не потерялся какой-то участок, не было непрокрашенных мест. Для того, чтобы у вас закрасилась седина хорошо, вы должны наносить не сухо. Ну и, конечно же, не надо, чтобы краска текла. То есть достаточно плотное нанесение краски, достаточно густое. За счет этого вы выиграете именно в цвете. Почему? Потому что равномерное нанесение красителя, да, то есть вот как бы густое нанесение, у вас даст хороший эффект осветления, потому что мы же девушку нашу красим все-таки в блондинку, а у нее шестерка. И если вы нанесете сухо, то краска не дотянет вам до того уровня, который вам нужен. Поэтому хорошо густо наносите краситель. Время выдержки краски, полностью краски, и то, что вы покрасили корни и мелирование. Вы мелирование, помните, наносите с учетом того, что вы наносите еще краситель, и плюс еще у красителя, у краски есть определенное время выдержки. Время выдержки обязательно по инструкции. Это, ну вот у Goldwell это 40 минут, у некоторых 45 минут, потому что у нас с вами седина. 30 минут у нас, как правило, краска выдерживается для волос, которые не имеют седины. Поэтому посмотрите и пользуйтесь обязательно инструкцией. Чтобы закрасилась ваша седина, обязательно сидите 40-45 минут. Я использую краситель не спец блонд, я использую уровень десятки, поэтому время выдержки, как я вам сказала, 40 минут. Вот так вот она у меня выглядит, когда я еще покрасила корешочки. Видите, длину я не прокрашивала, но вы можете ее прокрашивать, как я вам и говорила, если девушка хочет другой оттенок по всей длине. Вы высидели уже свое время и в мойке начинаете снимать фольгу. Видите, я ее уже помыла аккуратненько волосы, но вы мойте аккуратно так, чтобы не смыть с корней краску. После того, когда вы помыли порошок с длины, вы начинаете эмульгировать краситель на всю длину. Краситель, естественно, эмульгируйте тот, который на корнях у вас. И она у вас там немножко должна будет полежать. Это для того, чтобы вы нейтрализовали, сделали как бы такой легкий, придали оттенок вашему мелированию. У вас как раз появится тогда холодный оттенок вот за счет краски. Ну вот она у вас лежит минут 5, а вы моете потом после этого фиолетовым шампунем для того, чтобы окончательно все нейтрализовать.
Ну, если у вас там есть желание и время, вы можете, чтобы она полежала там минуты 3, не больше. И вот, видите, на выходе вот у меня получился вот такой красивый, шикарный оттенок с переливами. То есть очень богато смотрится. Наше мелирование оно дает еще дополнительный объем, игру цвета. Результат просто потрясающий. Так что я рекомендую. Если вам интересно, какие номера я брала, пишите, я постараюсь вспомнить. Но